Глава 1031. Пожирающая обратная реакция. Поначалу свет выглядел обычно, но затем он внезапно вспыхнул и появился за облаком черной ци старого дьявола Цань. В сиянии тысячи лучей света старый дьявол Цань взревел от боли. Дьявольская ци растворилась, раскрывая алую зарождающуюся душу и флаг рассеивания призраков под ней. Через мгновение бесчисленные нити лазурного тумана крепко связали его душу. Душа пыталась вырваться, используя свирепые вспышки зеленого света и ревущее алое пламя, но все безуспешно. Хань Ли быстро прибыл рядом с зарождающейся душой старого дьявола Цань во вспышке серебряного света. С улыбкой на лице он поднял руку. Над ними обоими появились пространственные колебания, а за ними следовал небесный котел. Котел опустился в руки Хань Ли, и он уставился на захваченную зарождающуюся душу. Зарождающаяся душа старого дьявола Цань корчилась от ужаса, и его сердце дрогнуло, увидев взгляд Хань Ли, полный враждебности. Внезапно в его появилась порочная решимость, и он с гримасой прикусил кончик языка. Взгляд Хань Ли похолодел. Внезапно к телу души прикрепились два талисмана, золотой и серебряный, заморозив его магическую силу и мгновенно растворив самоубийственную атаку, которую он собирался начать. В следующее мгновение во вспышке света позади старого дьявола Цань появился культиватор средних лет. Это была марионетка культиватора на поздней стадии зарождающейся души. Хань Ли загадочно улыбнулся при виде это появления. В начале засады Хань Ли велел марионетке спрятаться в стороне ворот дворца. И если бы старый дьявол действительно был таким хитрым, как он полагал, он бы сбежал без задней мысли. И поскольку марионетка не была живой, скрыть ее ауру было очень легко. Если бы он не увидел ее своими глазами, он не смог бы его обнаружить. В результате старый дьявол Цань попал в засаду со стрелой молниеносного золотого молниеносного бамбука, пытаясь сбежать, и был насильно отодвинут вглубь зала. Но поскольку Хань Ли нуждался в том, чтобы поймать его зарождающуюся душу живой, он использовал божественную дьявольскую молнию, чтобы отпугнуть его после уничтожения кровавой дьявольской жемчужины, используя кинжал, изготовленный из алмаза дьявольской эссенции. Затем, когда он убежал в панике, марионетка подкралась к нему сзади и использовала свои чарующие глаза из драгоценного духовного камня, чтобы поймать его в чарующую технику. Испытав ужасную мощь его чарующих глаз, Хань Ли был уверен, что сможет на мгновение отключить старого дьявола, независимо от того, насколько могущественно его духовное чутье. И когда эксцентрик потерял сознание, как он и ожидал, он использовал возможность высвободить небесный котел, чтобы схватить его. Подумав об этом, Хань Ли переключил свое внимание на маленький котел в своей руке. Поскольку он только усовершенствовал первый этап техники печати артефакта, он был способен выпустить немного света. Если бы он действительно хотел открыть котел, казалось, ему сначала нужно было достичь поздней стадии зарождающейся души. Собрат Даос Хань, что мне делать с этими демонами? Пока Хань Ли был горд собой, позади него раздавались тяжелые шаги. Гуй Линь выпустила облако черно-белой ци из руки, в которой было 5 белых скелетов размером меньше фута. Потеряв связь с зарождающейся душой старого дьявола Цань, воплощения чевкающих демонов замертво упали на землю, что позволило Гуй Линь захватить их. Эти 5 Хань Ли собирался продолжить, как вдруг 5 черных черепов, кусающих зарождающуюся душу старого дьявола, внезапно разжали челюсти и закричали, вернувшись к 5 скелетам поблизости. Их крики были настолько громкими, что кровь стыла в жилах. Затем пойманные в ловушку скелеты внезапно почувствовали что-то, и их глаза яростно вспыхнули алым светом, наполняя воздух кровавым зловонием. Все скелеты раскрыли рты и одновременно ударили одну точку в черно-белом тумане, используя темно-зеленое дьявольское пламя. Раздался взрыв. Гуй Линь застали врасплох, и ее ограничение было уничтожено. 5 выстрелили вперед в полосках белой ци в их черные черепа, но Хань Ли холодно фыркнул при виде этого и махнул рукой маленькому котлу. Из туда тут же вылился лазурный туман и мгновенно образовал стену, блокируя продвижение 5 полос. Затем он приказал части лазурного тумана вернуться вокруг них, не давая скелетам достигать черепов. Скелеты обезумели от этого. Хотя нити держали их крепко, их конечности боролись изо всех сил. Они беспощадно плевали струями изумрудного пламени в лазурные нити, которые их связывали. Зарождающаяся душа старого дьявола Цань при виде этого изменилась в лице и закричала в ужасе: «Нет! Вы быстро отпустите их». Когда Хань Ли перевел взгляд на них, он почувствовал себя сбитым с толку, но не собирался его слушать. Но то, что случилось в следующий момент, поразило его. Черепа внезапно зашипели и вернулись обратно к зарождающейся душе старого дьявола Цань. В следующее мгновение черепа стали не просто вгрызаться в зарождающую душу, а стали явно пытаться сожрать его. Дьявольская обратная реакция. Сердце Хань Ли подпрыгнуло, когда он понял, что происходит.
Поскольку магическая сила старого дьявола Цань значительно уменьшилась, он на мгновение утратил контроль, и послушные чевкающие демоны внезапно превратились в диких и не узнали своего хозяина. Однако Хань Ли не собирался позволять ему погибнуть. Он, не задумываясь, махнул рукой маленькому котлу. Котел издал громкий звон, и оттуда вырвалось бесчисленное количество нитей лазурного света, полностью покрыв его поверхность и прочно связав черепа, пытаясь насильно оттащить их от зарождающейся души. Несмотря на это, черепа все еще безумно клацали зубами в воздухе с дикой силой. Не обращая внимания на черепа, Хань Ли сосредоточился на зарождающейся душе старого дьявола. Хотя это заняло лишь мгновение, тело души уменьшилось до половины своего первоначального размера. Душа была на грани смерти, но для Хань Ли это не имело никакого значения, пока душа все еще была здесь. Затем, глубоко вдохнув, Хань Ли выхватил флага рассеивания призрака из рук старого дьявола и, мельком взглянув на него, убрал в сумку для хранения. Вскоре он перевел взгляд на место вдалеке. Человеческая кукла дрогнула и метнулась вперед, вернувшись через некоторое время к Хань Ли с черной сумкой в руке. Она упала на землю, когда кровавая дьявольская жемчужина старого дьявола Цань была разрушена. Не обращая внимания на сумки для хранения, Хань Ли повернул голову к Гуйлинь. «Госпожа Гуй, разберитесь с демонами, пока я занят с зарождающейся душой». Он не хотел, чтобы другие наблюдали за ним, пока он находится в процессе извлечения души. «Пожалуйста, продолжайте». «Я разберусь с черными дьяволами», — спокойно ответила Гуйлин. Затем она открыла рот и обернула скелеты и черепа в черно-белый туман, взяв на себя ограничения Хань Ли. Он кивнул и протянул руку к лазурному туману, создав большую лазурную руку, которая схватила зарождающуюся душу. Затем полоска лазурного света улетела вдаль, исчезнув в сущности света. Человеческая марионетка, между тем, не сдвинулась с места. Когда Гуйлин увидела, как он исчез, она стала осматривать марионетку. Затем на ее лице появился след шока. Если бы она лично не видела, как Хань Ли вызвал ее из сумки для хранения, она вряд ли поверила бы, что этот культиватор на самом деле был марионеткой. Время медленно шло и прошло четверть часа. Сущность света всколыхнулась, раздвигаясь перед Хань Ли. Он не проявил никаких эмоций, а зарождающуюся душу старого дьявола Цань нигде не было видно. Когда он подошел к Гуйлину, она указала на 5 черных демонов и спросила, как нам с ними бороться. Насколько я знаю, нет другого способа удалить их из нашего мира, кроме как медленного очищения великим пламенем Ян. Очищение. Хань Ли на мгновение замер. В этом нет необходимости. У меня есть другое применение для них. Я просто пока запечатаю их. Как скажете, несмотря на свое удивление, она с готовностью согласилась. Хань Ли взмахнул рукавом и, вызвав изнутри густой рой талисманов, накрыл скелеты и черепа разноцветными шарами света. Затем он хлопнул в ладоши и щелкнул пальцем, вызвав молнию из его руки и сплетая ее вместе с золотыми струнами, слой за слоем вокруг них. Во вспышке яркого света перед ними появилось более 10 шаров золотого света. Хань Ли сделал жест заклинания и выпустил их на шары, быстро сжав их до размера кулака. Взглянув на них, Хань Ли нахмурился, словно что-то пришло в ему голову. Затем он открыл рот и выплюнул пузырь, который светился буддийским светом. Это был барьер ваджры, который находился в его теле. Он указал на предмет в своей руке, и семицветное сияние охватило их все, поглощая их в золотой шар. С божественной дьявольской молнией и подавляющим ее буддийским сокровищем, независимо от того, насколько злобным будет существо внутри, у него не было никакого способа убежать. Наконец он почувствовал себя свободно и положил барьер ваджры в нефритовую коробку, а затем осторожно убрал ее. Вперед! У госпожи Гуй должно быть несколько скрытых мест на этой горе. Мы спрячемся там на несколько дней и подождем, пока отверстие в печати снова не восстановится. Скрытое место. При поднятом настроении Гуйлин мгновенно ответила. Я случайно обнаружил такое место, так что о нем никто не должен знать. Глава 1032. Появление божественного духовного сокровища. Когда Хань Ли услышал о скрытом месте, о котором знал только Гуйлин, он кивнул и сказал: «Хорошо, идем. Если мы встретим по пути врагов, нет необходимости сражаться с ними. Мы просто отряхнем их». Убрав человекоподобную марионетку, он поспешно вылетел из дворцового зала. Они в мгновение ока пролетели через сущность света Великого Севера, но когда ограничения полета снова вступили в силу, им оставалось только спуститься на землю и передвигаться с помощью техник свечения тела, чтобы сохранить свою магическую силу. Осмотревшись своим духовным чутьем, Хань Ли никого не обнаружил за пределами сущности света, к большой радости.
Он позвал Гуйлин и спокойно вышел из света вместе со щитом звездной эссенции и веером 3 огней в руке. Осмотревшись еще раз, он медленно вышел из зала Кунью. Снаружи было смертельно тихо, и, осмотрев окрестности, он был удивлен. Большая площадь возле срубленных золотых духовных деревьев была усеяна дырами и кучами щебня, словно произошла грандиозная битва. Подойдя к Ханьле, Гуйлин посмотрела на произошедшее и остановилась. Как любопытно, стали бы они сражаться друг с другом? Удивленно размышляла она. Ханьле восстановил самообладание и угрюмо сказал: «Не уверен». Возможно, они столкнулись с этой первой группой культиваторов. Хотя я не знаю их происхождения, но поскольку они смогли вскрыть печать на горе Кунью, их способности поражают. Гуйлин вздохнула: возможно и так. Когда печать была сломана, я следила за ними издалека и заметила, что 2 из них были похожи на меня. А ты помнишь, как они выглядят из первой группы культиваторов? Ханьли знал только о человеке средних лет с квадратным лицом. Он видел, как он использовал могущественное сокровище, чтобы защитить себя от старого дьявола Цань. Гуйлин покачала головой. Поскольку они были грозными противниками, я не смела подходить. Я наблюдала за ними издалека своим духовным чутьем. Ханьли был немного разочарован, услышав это. Он хотел знать, был ли здесь среди них высший дьявол и стоит ли ему планировать возможность забрать свои 2 летающих меча. Но теперь, когда с ним была Гуйлин и человекоподобная марионетка, он был уверен, что у него будет больше шансов сразиться с высшим дьяволом, и ему не нужно будет убегать. Немного подумав, он сказал: в любом случае, они не смогли бы с легкостью все здесь уничтожить. Скорее всего, они преследовали их в другом месте. Хотя он говорил так, Ханьли знал, что произошло что-то еще, иначе бы великий бессмертный Сюй и святая бесконечных небес не отступили от своих первоначальных целей преследовать его. Неужели первая группа культиваторов была настолько сильна, что они разгромили их и заставили бежать, но даже это было крайне маловероятно. Если у них было такое преимущество, почему бы им не остаться и не дождаться возможности сразиться за сокровища, учитывая все обстоятельства? Он задумался еще на мгновение и потер подбородок, решив отбросить на время этот вопрос. Что бы ни случилось, его цель была достигнута. Ему нужно было быть более бдительным и держаться подальше от назревающего шторма. Ему придется придумать способ вернуть 2 летающих меча, которые высший дьявол украл после того, как покинет гору Кунью. Обдумав этот вопрос, Ханьли быстро принял решение. «Госпожа Гуй, давайте сначала пойдем в секретное место, о котором ты говорила. Нет необходимости преследовать их. Через несколько дней сюда войдут больше культиваторов». Сказав это, Ханьли стал спускаться по главной площади. Гуйлин криво усмехнулась и последовала за ним. По пути они увидели отметины от мечей, следы ожогов и другие признаки битвы. За убегающими культиваторами была погоня. Перед ними внезапно появилась огромная расщелина. Ханьли при виде этого напряженно нахмурится. Огромная расщелина, несомненно, была создана ударом сокровища типа меча. Оно разрубило лестницу пополам, создав трещину шириной более 300 метров и глубиной в 100 метров. Ханьли подумал, что если он использует всю мощь своей техники гигантского меча, не сможет добиться такого результата. Внезапно в голове Ханьли раздался голос Серебряной Луны. Кажется, что эти культиваторы определенно столкнулись с большими проблемами, учитывая силу проявленных способностей. Битва была намного интенсивнее, чем мы могли себе представить. Возможно, но какое это имеет отношение к нам? Небрежно ответил Ханьли. Вскоре после этого он спустился с земли и пролетел через овраг. Гуйлин вплотную подошла сзади. Приземлившись, он изменился в лице и холодным взглядом окинул один из огромных камней перед собой. Затем выражение лица Ханьли стало мрачным, и он резко закричал: «Эй ты, выходи оттуда!» В следующее мгновение из близлежащего облака Ци что-то вырвалось наружу. Присмотревшись, можно было разглядеть зарождающуюся душу. Поскольку культиваторы на горе скорее были врагами, чем друзьями, не было необходимости быть вежливым и позволять ей скрыться. За спиной Ханьли раздался гром, и он внезапно исчез из поля зрения. Через мгновение он появился перед черной массой во вспышке серебряного света. По взмаху руки перед ним появилась массивная лазурная рука, которая потянулась схватить зарождающуюся душу. С большой тревогой черная Ци окружила зарождающуюся душу в попытке убежать. Но так как она была сильно ранена в бою раньше, она не могла использовать мгновенное перемещение с самого начала. А благодаря богатому опыту Ханьли по рассеиванию зарождающихся душ, он также был достаточно искусен в том, чтобы поймать их. Он просто презрительно ухмыльнулся, увидев попытку души к бегству. На поверхности лазурной руки вспыхнула золотая молния, и из нее вырвались 5 вспышек, создав большую золотую сеть и тут же поймав зарождающуюся душу.
Затем тело зарождающейся души расплылось, пытаясь прорваться через сеть молнии. Раздался мощный взрыв. Золотая молния разогнала большую часть черной ци, защищающей тело зарождающейся души. Тело самой души стало дрожать, словно она была на грани краха. В следующее мгновение большая лазурная рука быстро схватила душу и вернула ее Ханьле. Он взглянул на испуганное существо и улыбнулся. Это он. Гуйлин увидел зарождающуюся душу, сильно удивилась. Хотя у него не было тела, его лицо явно принадлежало одному из двух старейшин секты рассеивающейся инь. В какой-то момент он потерял свое тело, и его зарождающаяся душа с тех пор скрывалась за огромным валуном. С испуганным лицом душа взмолилась: «Между нами нет никакого недовольства, господин Хань». «Я не могу преследовать тебя», — Хань Ли усмехнулся со спокойным выражением. «Почему ты так напуган? Разве я сказал, что собираюсь напасть на тебя? Я только хочу спросить, что случилось за пределами зала. Кроме того, ты должен был видеть, как из-за вышли две женщины с двумя другими демонами». Зарождающаяся душа почувствовала облегчение от его спокойного отношения, и он быстро ответил: «Вскоре после того, как ты вошел в зал, неожиданно появились культиваторы клана Е с великим старейшиной клана Е. Увидев нас, они сразу же напали, и у нас не было другого выбора, кроме как сражаться под командованием собрата Даоса Сюй. Нам удавалось защищаться, как вдруг пагода подавления дьявола задрожала, и большая часть горы на этой стороне опустилась, словно она вошла в сердце горы. Более того, зарождающаяся душа на мгновение остановилась, но когда холодный взгляд Ханьли пронзил ее сердце дрогнуло, и он поспешно продолжил. Кроме того, из пагоды внезапно вылетел свет, сопровождаемый громким буддистским песнопениями. Кто-то закричал, что это знак того, что прибыло божественного духовное сокровище, и вскоре после этого они все бросили битву и полетели в ее направление. Старейшины секты бессмертной формы и два демона появились в тот же момент и полетели за ними. Я остался здесь, чтобы сообщить об этом великому старейшине нашей секты. Божественное духовное сокровище действительно появилось. Воскликнул Ханьли. Я не знаю, действительно ли это божественное духовное сокровище, но обычное сокровище не могло произвести такие изменения в небе. Но поскольку собрат Даос Сюй и великий старейшина клана Е погнались за ним без задней мысли, это должно быть правдой. А как ты умер, зарождающаяся душа стиснула зубы, этот негодяй рассеянный ветер подкрался ко мне и атаковал алой саблей. Сабля полностью поглотила сущность моей крови при атаке. Если бы я не решился покинуть свое тело, боюсь, что моя даже зарождающаяся душа не смогла бы сбежать. Ханьли поднял лоб и с сомнением спросил, что за клинок может быть таким мощным. Зарождающаяся душа немного помолчал, а потом сказал: «Я не уверен, но я впервые вижу такое сокровище». Однако его внешний вид сильно напоминает легендарный дьявольский драконий клинок, хотя по цвету он и отличался. Но будь это настоящий клинок, у меня бы не было возможности сбежать, дьявольский драконий клинок. От одного упоминания об этом клинке Ханьли изменился в лице. Глава 1033. Дьявольский клинок. Дьявольские клинки, выкованные из алмаза дьявольской эссенции, обладали страшной репутацией. Стоит сказать, что такие клинки обладали злобной способностью убивать, поглощая плоть и душу, превращая их, в свою очередь, собственную в силу. Сила дьявольского клинка увеличилась с количеством поглощенных им тел и душ. Многие полагали, что через определенное количество времени и непрерывный поток убийств он в конечном итоге сможет конкурировать с божественным духовным сокровищем, а у владельца появится возможность убить даже культиватора стадии трансформации божества. Конечно, божественные духовные сокровища, как и дьявольские, уже давно исчезли из мира смертных, поэтому сравнить их точную силу было невозможно. Но когда старейшина секты рассеивающийся инь упомянул об этом сокровище, Ханьли невольно изменился в лице. Гуйлин подумала и сказала: клинок не мог быть дьявольским драконьим клинком, поскольку зарождающейся душе удалось сбежать. Очевидно, это редкое сокровище дьявольского другого рода, поскольку сабля очень сильно напоминала то оружие. Очевидно, так и есть, кивнул Ханьли. Вскоре он посмотрел в сторону пагоды подавления дьявола и увидел, что один из пиков вдалеке исчез. Подумав о небесном котле в руке, его сердце дрогнуло, и он пробормотал: гора Кунью, как известно, была центром человеческой культивации. Божественные духовные сокровища не должны быть здесь редкостью. С помощью Гуйлин и человекоподобной марионетки у него был шанс заполучить сокровище. И с 8 высокоранговыми духовными камнями, которые он приобрел из сумки старого дьявола Цаня, он мог использовать свою марионетку совершенно свободно. Внезапно в его голове раздался голос Серебряной Луны: «Мастер, как насчет взглянуть? По какой-то причине, с тех пор, как я покинула зал, что-то меня зовет туда».
Это место кажется довольно знакомым. Возможно, есть что-то, что связано с моими потерянными воспоминаниями. Что-то зовет тебя? Удивленно спросил Ханли. Да, я слегка чувствую это. Если мы упустим эту возможность, мои воспоминания никогда не будут полными, серьезным тоном сказала Серебряная Луна. Ханли долго молчал, а затем он усмехнулся. В таком случае, давай посмотрим. Я также весьма заинтересован в этом божественном духовном сокровище. Услышав его, Серебряная Луна обрадовалась. Большое спасибо, мастер. Ханли повернулся в сторону и медленно сказал: «Госпожа Гуй, поскольку появилось божественное духовное сокровище, кажется, что скрываться больше не вариант». Гуйлин слегка поклонилась и сказала: «Я сделаю, как вы скажете, мастер». На появление такого редкого сокровища ни один культиватор не мог закрывать глаза. Гуйлин предвидела это и не была удивлена изменению мнения Ханли. Зарождающаяся душа, пойманная в ловушку большой лазурной рукой, закричала: «Может, вы не будете вредить мне? Клянусь, все, что я вам сказал, правда. Я никогда не говорил о том, чтобы собираюсь пощадить тебя. Все, что собираюсь сделать с тобой, усовершенствовать твою душу. Вини себя, что попался мне в руки». Сказав это, Ханли открыл рот и выпустил вспышку золотой молнии. Послышался жалкий крик, и большая рука вместе с зарождающейся душой исчезли в золотой вспышке, и только слабое зеленое знамя упало на землю. Глаза Ханли загорелись, и он поднял его, взмахнув рукавом. Он быстро огляделся и обнаружил, что было еще одно флаг рассеивания призраков. После того, как он использовал технику усовершенствования души на старом дьяволе Цань, он понял, что эти флаги — необычные предметы. Если объединить все 18 воедино, то их сила станет невообразимой. Поскольку он уже был заклятым врагом секты рассеивающейся инь, он планировал собрать все флаги для себя. Даже если они не имели для него никакой ценности, он не мог позволить им вернуть флаги себе. В прошлом, когда один флаг был уничтожен или потерян, если секта не могла вернуть его, они изготавливали новое знамя. Однако это было сделано несколько раз за всю историю их секты. Независимо от того, насколько они были богаты, эти флаги изготовить было нелегко. После изготовления должно пройти достаточно времени, прежде чем они станут достаточно мощными, чтобы их можно было использовать. Ханли посмотрел в сторону пагоды и пробормотал: «Давайте поторопимся. Мы не знаем, есть ли там культиваторы, сражающиеся за сокровище». Затем он спустился вниз по ступенькам, а Гуйлин последовала за ним. По обе стороны лестницы были ограничения, не позволяющие им летать. По пути он не заметил никаких признаков сражения, и вскоре они вернулись на главную белую нефритовую площадь, а затем направились к пагоде подавления дьявола. Впереди была область, заваленная щебнем и покрытая дырами. Не обращая внимания на это, Ханли продолжил свой путь. Гуйлин выдохнула, взглянув на одну из груд мусора. Удивленный, он проследил за ее взглядом и обнаружил что-то странное. Под ничем не примечательной кучей мусора был маленький белый предмет. Он напоминал кость руки. Взмахнув рукавом, он сдул обломки лазурным ветром, обнажив скелет под ним. На лице Ханли был шок. Волосы и одежда, накинутые на скелет, принадлежали старику Фу. В другой руке была крепко сжата темно-фиолетовая жемчужина, но она почти была разбита. Не говоря ни слова, Ханли стал осматриваться. Через некоторое время он вздохнул. «Подумать только, ты приложил столько усилий, чтобы изготовить гранулу культивации зарождающейся души, а в итоге погиб здесь». Путь культивации действительно опасен, хотя он не считал его другом, его внезапная смерть оставила в его сердце довольно своеобразное чувство. «Собрат Даос Хань знает этого человека?» — спросила Гуйлин. Его смерть довольно странная. Плоть была уничтожена, но нет никаких признаков того, что его зарождающаяся душа проявилась. На его спине только одна отметина. Похоже, что Ханли глубоко вздохнул. Этот человек умер от того же клинка, о котором рассказал старейшина секты рассеивающейся инь. Верно, Гуйлин торжественно сказала. Действительно, хотя существуют и другие дьявольские техники, способные избавиться от плоти, они не оставляют такой след. Кроме того, зарождающаяся душа старейшины секты рассеивающейся инь смогла сбежать, но этот человек просто погиб. Неужели это был дьявольский клинок? Иначе как нам объяснить разницу в силе? Немного подумав, Ханли покачал головой и сказал: «Очень сомневаюсь. Дьявольский драконий клинок может увеличиваться в силе от поглощения плоти и душ культиваторов, но для этого нужно время». Как его сила могла так быстро возрасти? Да, это имеет смысл, сказала Гуйлин с чувством понимания. Что еще более важно, этот мастер рассеянного ветра не боится последствий. Он осмелился напасть на старейшин секты рассеивающейся инь и секты 9 безмятежностей. Кроме того, он даже не стал уничтожать их тело после убийства.
Неужели он не боится, что две секты объединятся, чтобы отомстить? Хань Ли еще раз взглянул на скелет, и на его лице появилось недоумение. Учитывая, что его сумка для хранения исчезла, гранула культивации зарождающей души, очевидно, попала в руки убийцы. Поскольку Гуйлин только что вышла из заключения, у нее было мало понимания нынешнего мира культивации, и, следовательно, она больше не могла ничего добавить. Хань Ли подумал еще немного и не смог найти ответ. Затем он поднял руку и, выпустив огненный шар, сжег скелет дотла. Нам нужно быть осторожнее. Этот клинок станет сильнее, сожрав культиватора зарождающейся души. Нам не стоит попадать его хозяину на глаза. Сказав это равнодушным тоном, Хань Ли двинулся вперед с гораздо более мрачным выражением на лице. Услышав это, сердце Гуйлин дрогнуло, и, слегка поморщившись, она последовала за ним с кривой улыбкой. Пока они поднимались вверх, им на глаза больше не попадалось ничего странного. В конце концов достигли конца лестницы или того, что от нее осталось. Они оказались на утёсе, который был разделен на две части, и гора за ним исчезла без следа. Хань Ли посмотрел вдаль и посмотрел вниз на непостижимую глубину. Затем он погладил подбородок с задумчивым выражением лица. Хотя Гуйлин уже ожидала это, вспоминая слова старейшины секты рассеивающейся инь, она была удивлена увидеть это своими собственными глазами. Похоже, что другие уже спустились, и пагода подавления дьявола действительно погрузилась в гору. Кто знает, что происходит ниже, госпожа Гуй, ты знаешь, какие монстры содержатся в пагоде? Немного поколебавшись, Гуйлин искренне ответила: я не уверена. В прошлом я была одним из демонов, которые охраняли гору. Культиваторы мне ничего не рассказывали. Но прежде чем я вышла за пределы горы, я почувствовала мощную дьявольскую ци, которая внезапно появилась здесь. Вскоре она исчезла. Очевидно, это было то, что запечатано в пагоде. Жаль, что уровень моей культивации в то время был довольно поверхностным. Потому, насколько мощной была аура, я могла определить истинный уровень культивации хозяина той ци. Глава 1034. Кровавый клинок. Хань Ли пристально взглянул на скалу и сказал: неважно. Независимо от того, насколько могущественным может быть это существо, оно должно быть очень ослаблено после заточения в течение стольких лет. Кроме того, здесь много культиваторов на поздней стадии зарождающейся души, которые в состоянии справиться с ним. Вскоре он подозвал Гуйлин, и они медленно спустились вниз. Вокруг была непостижимая тьма. Через четверть часа спуска они все еще не достигли дна. Хань Ли чувствовал себя угрюмым и сбитым с толку. На этой глубине его окружение уже стало мрачным и темным, и его зрение было ограничено. Он поднял голову и увидел вдалеке, едва различил белую точку. При нынешних ограничениях духовного чутья обычный культиватор мог чувствовать движение только в пределах 100 метров. Но у Хань Ли были глаза духовного прозрения, позволяющие ему ясно видеть километр вокруг себя. Пока они продолжали спускаться, Гуйлин внезапно закричала: «Господин даосист Хань, под нами!» Среагировав на ее слова, он посмотрел вниз. Пятна света пылали недалеко от них, и они смогли увидеть слабые очертания огромного здания. Хань Ли изменился в лице при виде этого, как вдруг он увидел краем глаза, как что-то пылающее неслось к нему в темноте. Темно-красный свет приближался к нему с невероятной скоростью. Внезапно Хань Ли почувствовал запах крови, и его чуть не стошнило от отвращения. Мастер рассеянного ветра. Сердце Хань Ли дрогнуло. Малиновый свет приближался к нему со скоростью молнии. Если бы не бдительность Хань Ли, ему бы не хватило скорости, чтобы действовать. Он быстро поднял руку и вызвал сверкающий маленький серебряный диск, щит звездной эссенции. Щит тут же увеличился в размерах, и из него вышел поток белого света, мгновенно окутавший Хань Ли. Хань Ли и глазом не успел моргнуть, как на него обрушился поток алого света, полностью окружив его. Вжух! Трехметровый клинок внезапно появился из малинового света и ударился о серебряный барьер. Клинок выглядел очень своеобразно, шириной с 2 пальца и тонкий как бумага, а само лезвие сверкало демоническим малиновым светом. Барьер качнулся от удара, а затем рассыпался на мелкие осколки. Клинок двинулся и врезался в щит звездной эссенции. Щит вспыхнул ярким светом, и его поверхность стала блестящей, как зеркало. Малиновый и серебряный свет переплелись между собой, очевидно, будучи равными по силе. Как только напряжение в его сердце ослабло, кровавый клинок внезапно изогнулся, обернувшись вокруг щита. Видя, что клинок изогнулся, готовясь к новой атаке, Хань Ли метнулся назад и, щелкнув пальцами, выпустил лазурные мечи, чтобы отразить удар. Клинок с металлическим лязгом отразил все лазурные мечи и продолжил двигаться к Хань Ли, не встретив на своем пути никакого препятствия.
Лицо Ханьли побледнело, и он выплюнул изо рта предмет, окутанный лазурным светом. Снова послышался металлический лязг, но малиновый клинок был заблокирован не объектом, а светом, который его окружал. Это был небесный котел. «Ой!» — послышался удивленный возглас. Воспользовавшись этой возможностью, Ханьли вызвал свои грозовые крылья и переместился на расстояние более 30 метров. Затем он поднял руку, и щит звездной эссенции и небесный котел метнулись к нему. В следующее мгновение алый свет, окружавший его, хлынул на него со всех сторон, наполняя воздух отвратительным запахом крови. Ханьли холодно фыркнул и сделал жест заклинания руками. С раскатами грома из его тела появился барьер золотой молнии, рассеяв алый свет и не позволяя ему приблизиться к себе. Божественная дьявольская молния. Скрывавшийся человек при виде этого был удивлен и понял, что столкнулся с грозным противником. Ханьли посмотрел на фигуру вдалеке и холодно сказал: «Мастер рассеянного ветра». «Это ты?» Человек не ответил. Вместо этого клинок загудел и поглотил весь малиновый свет поблизости, а затем исчез вместе с хозяином. «Господин Хань, вы в порядке?» Все это произошло в одно мгновение, и Гуйлин была застигнута врасплох. Она с тревогой спросила о его благополучии, боясь, что он потом упрекнет ее. «Да». Как я и ожидал, клинок лишь напоминает дьявольский драконий клинок. Во время первой атаки сокровище было бы разделено на две части, но мой щит достаточно хорошо сумел его заблокировать, спокойно сказал Ханьли. Затем по взмаху его руки щит звездной эссенции вернулся к нему. Осмотрев его, Ханьли увидел глубокую тонкую отметину на поверхности. Глаза Ханьли расширились от удивления, и он неосознанно нахмурился. Влив огромное количество духовной силы в щит, серебряный свет начал бродить по его поверхности, медленно восстанавливая щит. Восстановив его, он убрал его вместе с котлом. Брат Хань смог увидеть внешность этого человека. Нет, духовный свет замаскировал его тело, и я не смог понять, действительно ли он был мастером рассеянного ветра. Однако уровень его культивации не выглядел слишком высоким. Сказав это, он повернулся и взглянул на силуэт большого здания, задумчиво прищурившись. Хотя Гуйлин хотела продолжить, она не знала, о чем он думает, и просто оставалась рядом с ним. Не поднимая головы, он равнодушно сказал: «Госпожа Гуй, на первый раз я проигнорирую то, что ты замешкалась. Надеюсь, больше у тебя таких мыслей не возникнет». Затем он метнулся вдаль в лазурной полоске света, прежде чем она смогла ответить. Сердце Гуйлин дрогнуло, но она вздохнула с облегчением, услышав, что он не собирался причинять ей вред. Но какое-то время выражение ее лица было противоречивым. У нее действительно было несколько ошибочных мыслей минуту назад, и казалось, что Ханьли почувствовал это по части ее души в пластине души. Спустя какое-то время Гуйлин усмехнулась и последовала за ним. Ханьли поднялся над огромной квадратной платформой и начал спокойно исследовать свое окружение. Кроме завуалированных ступенек, идущих вниз, другого пути не было. «Значит, это и есть пагода подавления демонов», — пробормотал он. Гуйлин приземлилась позади него. Услышав его слова, она быстро объяснила: «Возможно, вы этого не знаете, но пагода построена довольно странно. Они построили его так, чтобы его пик находился на самом нижнем этаже. Чем ниже человек спускается, тем страшнее заключенные там монстры». «Вот как?» Ханьли кивнул и снова огляделся. Он вел себя так, словно ничего не произошло несколько мгновений назад, держа ее в еще большем страхе. Он подбросил лунный камень в воздух и заставил его парить над ним. Позвав Гуйлин, они начали спуск в пагоду. Первые несколько этажей были исключительно просторными, спокойными, поскольку внутри не было призраков. Казалось, что пришедшие ранее культиваторы уничтожили их. Однако было много признаков битвы. Очевидно, они сражались, чтобы спуститься дальше. Когда он прибыл на третий этаж, он увидел сожженный труп, лежавший на каменной колонне. Осмотрев его, Ханьли пришел к выводу, что ему не знаком этот человек и что он, вероятно, культиватор из какого-то клана. Однако он успел выпустить свою зарождающуюся душу до того, как его тело погибло, но было неизвестно, удалось ли ему сбежать. Как ни странно, на 4-м этаже ничего не было, но как только он вошел на 5-й, он обнаружил еще 2 трупа. Один был темно-зеленого цвета, очевидно, погибший от какого-то яростного яда. Другой принадлежал крупному человеку из группы бродячих культиваторов. Его голова была отрублена и лежала в стороне, а его тело было разорвано на куски. На лице застыло выражение неверия собственной смерти. При виде этого сердце Ханьли задрожало, и он невольно замедлился. После того, как он сжег трупы этих культиваторов, он торжественно вышел на 6-й этаж.
К его неожиданному удивлению, он нашел живого человека, женщину в дворцовых одеждах, запечатанную в огромный кусок льда, Бай Яой. Ее глаза были закрыты, и она сжимала руки в жесте вокруг кристаллического летающего меча. Если бы не слабые духовные колебания, которые он ощущал от нее, он бы решил, что она мертва, увидев ее смертельно бледный цвет лица. Однако он не стал сразу освобождать ее и вместо этого охватил свое окружение своим духовным чутьем. Убедившись, что здесь больше никого нет, он приложил руку к глыбе льда. Затем на его ладони загорелось фиолетовое пламя и быстро поглотило холодную ци. В мгновение ока огромный кусок сжался, и вскоре Бай Яой была освобождена. Когда последняя часть льда испарилась из ее тела, ее ресницы затрепетали, и она открыла глаза. Увидев Хань Ли перед собой, ее напряженное выражение на лице мгновенно расслабилось. «Значит, это ты, брат Хань?» Я же начала волноваться, Бай Яой слабо улыбнулся. Было ясно, что ее жизненная сила была значительно пострадала. Хань Ли нахмурился и, изучив выражение лица женщины, спросил, если я правильно помню, госпожа Бай культивирует технику ледяного элемента. Неужели ты запечатала себя во льду? Глава 1035. Кипригель 8 духов. На лице Бай Яой все еще был страх, и она медленно сказала, я была тяжело ранена. Чтобы отразить атаки своих врагов, я была вынуждена выпустить глубокую ледяную ци, которую я усердно культивировала в своем летающем мече в течение многих лет. Остальные решили отправиться на нижние этажи, и мне удалось избежать смерти только благодаря удаче. Го. Судя по твоим словам, ты не знакома с нападавшими. Это был кто-то из группы культиваторов, кто прибыл до нас. Тогда я попала в засаду, и в результате мне пришлось запечатать себя. Уничтожение льда заняло бы много времени, поэтому культиватор на поздней стадии зарождающейся души не захотел его уничтожать. Но поскольку я была тяжело ранена, у меня не было возможности вырваться на свободу, и мне пришлось надеяться на свою удачу. Если бы я долго оставалась запечатанной. Не хочу даже думать о последствиях. Кстати, об этом. Брат Хань действительно могущественен, раз смог разрушить ледяную ци с такой легкостью. Это не потребовало много усилий. Госпожа Бай, ты можешь рассказать, что здесь произошло? После того, как мы с господином Даосистом отправились в путь, мы обыскали секретный павильон и получили немало прибыли. Мы планировали уйти, но затем в небе над пагодой подавления демонов произошло резкое изменение, означающее появление большого сокровища. Мы были одержимы жадностью и вступили в бой. По пути мы встретили много культиваторов, которые также двигались в этом направлении. Мы видели старейшин секты рассеивающийся инь культиваторов, которые открыли печать бродячих культиваторов и даже серебрянокрылого ночного демона. По правде говоря, когда мы увидели столько влиятельных фигур, мы сразу же почувствовали сожаление и решили уйти. Однако они напали, как только нас заметили, и мы были вынуждены сражаться. Меня преследовали с самого начала, и я сбежала сюда. Господин Даосист Фу исчез по пути. Казалось, у него была возможность сбежать. Когда Бай Яой объяснила, что произошло, она с беспокойством уставилась на рогатую женщину рядом с ним. Она ясно почувствовала страшную демоническую ци, исходящую из ее тела. Видя, что она была поражена, Хань Ли улыбнулся и сказал, «Не нужно бояться, госпожа Бай. Госпожа Гуй согласилась присоединиться ко мне. Иначе я бы не посмел сюда прийти». Гуй Лин выдавила из себя слабую улыбку. Хотя Бай Яой не поверила простому объяснению Хань Ли, от ее слов ей стало легче, вот как. Как я и говорила, что способности и мудрость брата Ханя намного выше, чем у меня. Хань Ли вдруг сказал строгим тоном, стоит сказать, что видел останки господина Даосиста Фу. Я нашел их у входа. Правда. Удивилась Бай Яой. Я лично видел его труп, и не было признаков того, что его зарождающаяся душа проявилась. Тогда Хань Ли вспомнил о малиновом клинке, и холодный блеск вспыхнул в его глазах. Кстати говоря, ты чувствовала, что кто-то проходил мимо тебя, пока ты была в ледяной глыбе? Нет, удивилась Бай Яой, здесь могут быть другие люди. Возможно, сказал Хань Ли и посмотрел на вход на нижний этаж. Поскольку твоя жизненная сила ослаблена, что ты теперь планируешь делать? А что мне остается делать? Неважно, насколько ценно сокровище, для меня это будет лишь тщетная попытка. Я планирую покинуть это место, как только стабилизируется отверстие печати. Это хорошо. Тогда давай прощаться здесь, госпожа Бай, поскольку я заинтересован в сокровищах, сказал Хань Ли, не удивляясь ее намерению отступить. Услышав его, она усмехнулась. Раз брат Хань все решил, я не буду пытаться тебя переубедить. Будь осторожен.
И ты береги себя, госпожа Бай». Попрощавшись с ней, он расплылся в направлении входа на следующий этаж. Гуйлин молча последовал за ним. Увидев, как они уходят, Бай Яои вздохнула и проглотила огненно-красную таблетку, которую вызвала из своей сумки. Пройдя 60 метров, Хань Ли вдруг что-то вспомнил и обернулся. «Госпожа Бай, я наслышан о славе Северного ночного дворца. Могу ли я посетить его в будущем?» Бай Яои удивилась, но ответила с милой улыбкой. «Брат Хань, должно быть, шутит. Наш дворец был бы рад твоему визиту». Твои слова успокоили меня. Хань Ли улыбнулся и ушел без дальнейших проволочек. Бай Яои подождала, пока Хань Ли исчезнет, а затем ее улыбка сменилась задумчивым выражением лица. Хотя она с радостью согласилась, она была несколько озадачена тем, почему он вдруг упомянул Северный ночной дворец. На 7-м этаже, где ранее высший демон и культиваторы клана Е сражались с демоническими призраками, было совершенно пусто. Они легко спустились в небольшую комнату, в которой находились белая и черная транспортные формации. Взглянув на них, Хань Ли погладил себя по подбородку в раздумьях. Он мысленно спросил: «Серебряная луна, ты что-нибудь чувствуешь?» Обе эти формации на короткие дистанции и должны вести на следующий этаж. Может, какая-то из них тебя больше притягивает. «Как странно», — медленно ответила Серебряная луна. «Я чувствую что-то очень знакомое от них обеих, но чувство от белой гораздо сильнее». Немного подумав, Хань Ли спокойно сказал: «Значит, нам сюда. От черной формации я чувствую слабую дьявольскую ци. От этого мне некомфортно». Затем, не говоря ни слова, он вошел на белую транспортную формацию, и Гуйлин последовала за ним. Ударив печатью заклинаний о край транспортной формации, они исчезли во вспышке белого света. Как только они появились на 8-м этаже, Хань Ли вызвал щит звездной эссенции перед собой, а на теле Гуйлин засверкала малиновая броня. В конце концов, они не знали, куда их доставит формация, и был ли кто-нибудь, кто ее охранял. Учитывая, насколько они были опытны, они не смели быть небрежными. Но вопреки их ожиданиям, внезапных атак не последовало. Вместо этого издалека они услышали неистовые взрывы. Восстановившись от телепортации, Хань Ли оглянулся, и его сердце дрогнуло. Окружающее его пространство было в полном хаосе. Над ними в воздухе трепетали летающие мечи и другие сокровища. Хань Ли поспешно поднял глаза и заметил дюжину силуэтов. Среди них были серебрянокрылый ночной демон, львиный ястреб, великий бессмертный Сюй, святая бесконечного неба Лин Ниньпин и двое старейшин секты бессмертной формы. Было также несколько незнакомых культиваторов. Хань Ли предположил, что они из клана Е. Однако Гэ Тиньхао и оставшегося старейшины секты рассеивающейся Инь не было видно. На данный момент бой приостановился. Они словно были разбросаны по всему дворцу в центре области. Дворец и десятки алтарей окружали огромные заклинания, каждый из которых был окружен белой нефритовой статуей высотой 10 метров. Статуи были одеты в блестящие доспехи и держали в руках огромные золотые клинки. Они ожили и работали в сочетании с ограничениями гигантской формации заклинаний. Столкнувшись со столькими высокоранговыми противниками, они выпустили огненные мечи длиной 10 метров в ответ на атаки культиваторов. Однако культиваторы не были полностью сосредоточены на статуях. Многие из них изредка поглядывали на дворец в перерывах между своими атаками. Метрах в 30 над дворцом парил изумрудно-зеленый кипригель, излучающий слабое сияние. Он был длиной в полфута и выглядел довольно необычно. Тем не менее, это было обычное сокровище, потому что каждый раз, когда оно переворачивалось в воздухе, вокруг него расцветали бесчисленные цветы лотоса и начинали танцевать в воздухе. Среди них мелькали образы 8 различных духовных зверей и ревели на кипригель в знак уважения. Рогатый львиный дракон, золотой водяной дракон, восьмирогий олень. При виде этого у Хань Ли перехватило дыхание. Эти духовные звери были невероятно известны в древние времена. В шоке Гуйлин пробормотала: «Кипригель 8 духов». Не думала, что 3 старейшин горы Куну оставят здесь это сокровище. Кипригель 8 духов. Лицо Хань Ли дрогнуло. Серебряная луна медленно сказала: «Кипригель — божественное духовное сокровище». Однако оно использовалось лишь в древние времена, поэтому не получило широкую известность. Тем не менее, его сила должна быть такой, как ожидалось. Хань Ли нахмурился, услышав, как голос Серебряной луны стал странным. «С тобой все в порядке?» «Я не уверен. Изначально я не узнала сокровище, но вдруг эта информация появилась у меня в голове. Кажется, это оно звало меня. Нет, нет, это не Кипригель. Кто-то другой меня манит. Нет, это тоже не то. Моя другая половина здесь». Хань Ли нахмурился, но как только он подумал спросить еще, группа культиваторов заметила Хань Ли и враждебно уставилась на него.
Удивившись, Хань Ли передумал спрашивать Серебряную Луну. В следующее мгновение он с блеском в глазах вышел из транспортной формации и метнулся в небо.